Усатый таракан наконец-то доигрался со своими ядерными тупыми шутками и довел ЕС до состояния, за что боролся. Да-да, опять случилось то, о чем я говорила не раз. Послы ЕС таки не выдержали и согласовали новые санкции против режима Лукашенко. Вот теперь старик точно будет смеяться до слез. Вот что говорится в сообщении представительства Бельгии. Цитата. «Послы ЕС принципиально согласовали новый пакет санкций против Беларуси. Этот пакет усилит наши ответные меры на вторжение России в Украину, включая противодействие обходу санкций». О, как прекрасно. Теперь Лукашенко и его прикорытники, которым придется исполнять планы по росту ВВП и зарплат, смогут поржать долго и всласть. Вопрос о новых санкциях срочно вынесли на повестку дня 26 июня, ведь это последнее заседание под руководством Бельгии. С 1 июля председательство переходит к Венгрии, и чтобы не тянуть кота за хвост, а венгров не утруждать лишней работой, решили вопрос закрыть быстро. Содержание нового пакета пока не раскрывается, но всем понятно, что ограничительные меры нацелены на приведение санкций против Беларуси в соответствии с мерами против России. Вот и добился таракан своей мечты. Почти сравнялся со своим ментором. И в Китай на поклон, и за санкциями первой в очереди. Прямо не разлей вода. Верной дорогой идут товарищи. Но белорусское насекомое достало не только ЕС. За мигрантские выкрутасы одного идиота будем расплачиваться все вместе. Иначе никак. Самодур, который держит в заложниках целую страну, вообще ни о чем не парится. Ну, конечно, кроме своей лучезарной залысины. Продолжение темы. Вот что заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Цитата. «В связи с действиями Беларуси мы рассматриваем возможность закрытия всех пограничных переходов. Сейчас мы изучаем, не навредит ли это экономике. От себя хочу добавить, что в первую очередь необходимо смотреть на вопросы национальной безопасности. Без этого ни о какой экономической безопасности речи быть не может. Яркий пример – это Украина. По словам главы МИД, намерение закрыть пункты пропуска связано с ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе. Финны закрыли пограничные переходы с Россией, и проблемы закончились, отметил Сикорский. На сегодняшний день на границе между Белоруссией и Польшей действует только 2 из 6 пунктов пропуска. Из них для пассажиров только один – Брест-Тирасполь. Через Козловичи пропускают только грузовики. Так что, как видим, нас все больше сравнивают с цивилизованно недоразвитым соседом. Диктатор набирает самоубийственную скорость, достигая новых высот, а народ и страна летят в пропасть. Браво, насекомое! Аж дух захватывает от твоих успехов. Только достоверная информация у меня на канале. Подписывайтесь. Нерукопожатный и обиженный на весь мир Путин рванул в Пхеньян, столицу Северной Кореи, за последними рукопожатиями к своему старому новому корешу, а теперь и наставнику Ким Чен Ыну. Да, вездесущие портреты Путина на улицах Пхеньяна сразу напоминают о временах Холодной войны. Никак не избавиться от этого сталинско-брежневского духа, неотъемлемой черты пятого срока, кормчего всея России. Для Кима этот визит – шанс подняться в собственных глазах, а для Путина это рутинная необходимость. Он занят выстраиванием системы сдерживания и противовесов Китая, явно заинтересованного в ослаблении российской власти, а также вытеснением Запада из традиционных сфер его влияния. Обострение на Корейском полуострове симметрично обострением на флангах НАТО. Генсек НАТО Столтенберг уже поспешил заявить, что визит Путина в Пхеньян – вызов для глобальной безопасности, а для нынешней российской власти это просто подтверждение их мечты о полицентричном мире, где Россия обязательно должна доминировать, как это ей кажется. Усиление Северной Кореи значит только одно – угрозы на Корейском полуострове увеличиваются. Южная Корея и Япония точно не будут чувствовать себя в безопасности, ведь Ким Чен Ын превратил запуск ракет в семейное хобби. А к этому добавились еще и воздушные шары с навозом и мусором. Как говорится, чем богаты. Путин явно пытается отвлечь внимание Запада от Украины. И эскалация на Корейском полуострове вместе с китайскими маневрами вокруг Тайваня может иметь такие же последствия для поддержки Киева, как и война Израиля с Хамасом. Очевидно, что после встречи в Швейцарии Россия в прямом смысле пытается перехватить внимание на страны глобального юга.
Саммит в Швейцарии показал, насколько некоторые страны глобального юга зависят от России даже на уровне личных контактов. И после этого саммита Россия явно пытается усилить давление на своих сателлитов не только по вопросу поддержки Украины, но и отдаления от Запада в целом. Помимо роста напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усиление Северной Кореи может активизировать остальные автократические и тоталитарные режимы. Ким Чен Ын получил зеленый свет от Путина на дальнейшие шаги по дестабилизации мировой обстановки. Москва и Пхеньян планируют заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Аналогичный договор Россия хочет заключить с Ираном. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что текст договора полностью согласован обеими сторонами. Эти два тоталитарных режима способны испортить аппетит любому западному политику. Особенно европейцам, которые после выборов находятся в состоянии растерянности. Очевидно, что Путин почувствовал ослабление Европы и давление Китая, который только и ждет, когда российская власть треснет или рухнет, а также одновременно усомнился в лояльности постсоветских республик. Публичная ссора Армении и Беларуси по поводу ОДКБ только подтверждает сомнения о союзниках. Очевидно, Россия не стремится к союзническим отношениям со странами постсоветского пространства. В планах российского руководства восстановление исключительно Российской империи или СССР 2.0. Усиление Ирана и Северной Кореи автоматически означает для Запада рост терроризма, ядерного шантажа и постоянной дестабилизации в регионах. Для Европы и Запада в целом визит Путина означает, что КНДР становится существенной угрозой и не только из-за своих ракет. Северокорейский режим становится придатком российской экономики, которая все больше милитаризуется. Именно поэтому в состав российской делегации включили нового министра обороны Андрея Белоусова для активизации оборонно-промышленного комплекса РФ. На формальном уровне контракты с северокорейской стороной выглядят как дружеская помощь в борьбе с неоколониализмом. На деле же Северная Корея попадает в прямую зависимость от России. Ким Чен Ын настолько поглощен сиянием своей персоны и российских подношений, что не замечает очевидных вещей. Для войны с Украиной Россия начинает использовать Северную Корею, поставки вооружений и помощь в обходе санкций, плата северокорейского режима за продовольственную помощь. Россия пытается бороться с Америкой, как всегда, играя по своим грязным правилам. Кремль явно уверовал в свою способность изменить мировой порядок и переписать историю. Но чем выше ставки, тем громче и болезненнее будет падение России. Вопрос только в том, останется ли Россия существовать в принципе после того, как Запад запустит все свои механизмы и раздавит ее. Жалко только человеческие жизни, которые сгорают в огне кровавых желаний диктатора. И очень не хотелось бы, чтобы белорусов начали массово уничтожать за пустые идеи существа, упорно движущегося в пропасть. Итак, 25 июня 2024 года Европейский суд по правам человека так и разоблачил российские власти за все их бесчисленные нарушения прав человека в Крыму с момента аннексии в 2014 году. Дело «Украина против России» привело к единогласному решению суда. Да, были нарушения всех возможных статей. Тут вам и статья 2 «Право на жизнь», и статья 3 «Запрет бесчеловечного или унижающего достоинства обращения», и еще целая куча статей от права на свободу и личную неприкосновенность до свободы религии и выражения мнений. В общем, полный набор мерзостей, который только можно было ожидать от режима Путина. И это еще не все. В числе нарушений преследование крымских татар, незаконные аресты, пытки и убийства. Да-да, российские войска и их подконтрольные банды не просто пассивно наблюдали, а активно участвовали в этих преступлениях. Это решение суда стало важной вехой в международной юридической борьбе за признание агрессии России против Украины. Россия несет прямую ответственность за гуманитарный кризис, который она создала на оккупированных территориях Украины. Только скорейшее освобождение этих территорий вернет нормальные условия жизни украинскому народу. Международное сообщество должно поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Военная поддержка от международных партнеров критически важна для быстрого освобождения оккупированных территорий.
Ведь это не только восстановит территориальную целостность Украины, но и спасет жизни мирных людей, которые каждый день гибнут и получают ранения из-за обстрелов и бомбардировок кремлевскими войсками. Так что поздравляем Россию и ее режим с очередным разоблачением, а мы с вами следим дальше за событиями и работаем над ними. Подписывайтесь. Только достоверная информация у меня на канале. Подписывайся. Неоколониализмом. Повтори. Не париться. Ну, конечно, кроме своей лучезарной залысины. Ну вот и все, а ты?